Приветствую всех на канале «Горизонт событий». В центральной части России начинается настоящая зима. Накануне сильные метели захватили весь северо-запад страны. В Санкт-Петербурге утром мело так, что видимость значительно падала. Днем снегопады стали пробиваться все дальше на юг. Сугробы начали расти в Брянске, Смоленске, Калуге, а вечером осадки усилились и в самой Москве, где до этого момента снежный покров был чисто символическим, всего 1 сантиметр. Снегопады принес активный атлантический циклон. Петербург весь в снегу. Из-за мощного снегопада на дорогах осложнено движение, все службы работают в усиленном режиме. Днем 23 ноября в Москве пошел снег, со временем усилившийся до метели. Накануне Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. Предполагалось, что он продлится до 21 часа четверга, однако в итоге предупреждения продлили еще на сутки, до вечера пятницы. В связи с этим коммунальные службы столицы перешли в режим повышенной готовности. Из-за непогоды затруднено дорожное движение, на улице вышла снегоочистительная техника, в аэропортах были отмены некоторых рейсов. Также сегодня был побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности в Москве. Показания барометров на 6 утра пятницы составили 719,7 мм ртутного столба. Сильный лесной пожар произошел в Перте в Австралии. На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных расчетов. То, что поначалу могло показаться сдерживаемым инцидентом, вскоре переросло в бушующий ад, вызвавший эвакуацию десятков людей и приведший к потере как минимум 10 домов. Тушение пожара осложняется сильным ветром, который только усиливает и разносит пламя. Сильные проливные дожди на юго-западе Италии привели к наводнениям в Калабрии. Уровень воды на улицах достигает 50-70 сантиметров, а местами и более метра. Затопленными оказались десятки автомобилей и некоторые здания. Власти ввели в регионе чрезвычайное положение. Лесной пожар из-за сильной жары произошел в коммуне Пайхуана в Чили. Была объявлена красная тревога, поскольку лесной пожар угрожает населенным пунктам, охватив на данный момент 1 гектар площади. Пожарные активно борются с огнем. Жара, накрывшая страну, серьезно повысила пожароопасность в регионе. Разрушительный оползень произошел в Лас-Калаверас в Гватемале. Сообщается, что обвалом были разрушены дома местных жителей. Из-за перепада температур полностью вскрылось и освободилось ото льда озеро Иткуль. Ледоход спровоцировали резкое потепление на прошлой неделе и сильный ветер, уточнили в заповеднике Хакасский. На юге Тайваня происходит извержение грязевого вулкана Ваньдань. Сообщается, что Ваньдань извергается в 3-й раз в этом году, причем его активность все больше перемещается к югу от уезда Пиндун. Пляж Яйца драконов теперь есть и в Петербурге. Берег Финского залива украсили ледяные шары. Огромные комья из снега с песком образовались благодаря волнам. Сейчас шары и блинчики можно поискать на песчаных пляжах залива. Также они регулярно появляются на водопаде Ахвинкоски в месте разлива реки Тохмайоки около Рускеалы. Сильные наводнения продолжаются в Сомали. Из-за сильных осадков река Джуба вышла из берегов,
разрушив инфраструктуру и изолировав регион Гёда от остальной части Сомали. Серия сильных выбросов произошла вчера на восточной стороне Солнца. Эти активные области продолжают вращаться в нашу сторону, и в ближайшие дни повторение выбросов в нашу сторону может привести к магнитным бурям на Земле. За полвека в Перу растаяло более половины ледников. По данным Национального института исследования экосистем, с 1962 года страна потеряла 56,22% своей поверхности ледников, причем большая ее часть, 175 глетчеров, растаяла в период с 2016 по 2020 год. Основной причиной такого катаклизма ученые посчитали повышение средней глобальной температуры, которая вызвала ускоренное отступление ледников, особенно в тропических районах нашей планеты. Таким образом, в Перу уже образовались несколько горных хребтов, где ледники почти исчезли. Это пагубно сказывается на водоснабжении страны в силу того, что первые воды многих крупных рек спускаются именно с ледников. Их потеря также увеличивает риски для тех, кто живет в низинных районах, ведь огромные слои льда обрушиваются напрямую в лагуны и разрушают поселения. Спасибо за просмотр.